И снова здравствуйте. Лен, хлопок, ситец, сатин, крапива, батист. Отделка кружевом, вышивкой, канвой, сеткой, мушками, шитьем, разрезы, сборки, складки, манжеты, пояса, ленты, лямки, резинки. Блузы, топы, платья, рубашки, сарафаны, юбки. Прямой силуэт, расклешенный, свободный, удобный, объемный, прямые линии, рукава без закатов и их посадки. Модно столетиями и будет всегда. Есть у многих, но у всех может быть индивидуальный. Отсутствие выкройки. Не нужно ничего искать, клеить, печатать. Сразу рисовать на ткани. На всех континентах есть в своих вариациях. И в офис, и в ресторан, и в деревню, куда угодно. Если узкая фигура и не хватает объемов, появится. Если есть лишнее, станет меньше. Если фигура фактурная, можно взять лишь детали, не весь крой. Женственный, романтичный стиль. Но и на работу можно, если не дресс-код строгий. Фу, догадались? Да. Бохо-стиль, кантри, народный, оверсайз. Да как угодно. Все, что перечислила в том или ином формате, есть у них у всех. Но народный стиль больше всех содержит вариаций. Не люблю рамки одного стиля, это условность. Все же под себя подбирают. Этим данная одежда и нравится. Это полный пазл, конструктор. Квадраты, треугольники, трапеции, которые, кстати, это сочетание прямоугольника и треугольника по бокам. Начертить могут все, а значит сложности никакой быть не должно. Наши предки не могли где угодно купить готовую одежду, так что все сами себе ткали полотна и шили. Шов спереди, сзади, 1 или 10. Просто шов или декорированный чем угодно, в том числе и застежками. Отрезать над, под грудью будет топ, срезать по плечам стиль Кармен. Без рукавов на футболку подгрудный сарафан. Лямки цельнокроенные или отрезные в виде майки, ленты, лямки. На резинку всю ширину собрать. Продолжая тему формообразования, хочу сегодня немножко рассказать своих мыслей о том, как я вижу простую прямую или расширенную форму, не используя базовые выкройки. Насколько богат и широк арсенал вариантов, когда мы используем так называемый народный стиль. То есть, не имея выкройки, а взяв просто цилиндр или же трапецию, мы можем получить огромный вариант разнообразных изделий, которые будут женственными. Сейчас популярно давать новые названия привычным вещам, смешивать стили, направления. То же самое в одежде. На самом деле в интернете очень много противоречивой информации о том, что из себя представляют стили бохо и кантри. В последнем гораздо проще. Кантри — это обычно сокращение от countryside, то есть сельская местность. И, соответственно, все, что мы представляем себе о стиле сельской местности, об образе жизни, отражается в стиле одежды. С бохо на самом деле все гораздо более разрозненно. Одно из направлений, рассказывающих о стиле бохо, это цыганский стиль. Объемность, многослойность, простые линии кроя. Так я вижу схожесть форм данных стилей. Я не говорю сейчас о рисунках этих стилей, это очень сильно зависит от вкуса в наше время. Мне же более полным набором всех черт данных стилей видится народный стиль. Это как славянские от севера до юга, это западноевропейские стили. Но на самом деле даже в Африке можно увидеть схожие черты одеяний, потому что это простая одежда, которую могли носить все, начиная с древних веков вплоть до 20 века. А в 20 веке данный стиль пытались переработать, но это было либо имитация отделки, либо полное его копирование, либо совсем только общие черты. Считаю, что вследствие того, что данный стиль не подчеркивал излишне все формы черты тела, вследствие устоев прошлого, думаю, что приемы кроя народного стиля можно использовать также и для стиля оверсайз. То, как сейчас, в принципе, называют более спрямленные, более объемные черты, которые не подчеркивают тело, но это не
размер больше. Это именно более спрямленные удлиненные плечи, большие объемы вокруг тела, более прямые рукава. В связи с необходимостью использовать утилитарные функции и особенности быта, когда ткань была соткана людьми дома самостоятельно, то ценили каждый кусочек ткани, каждый выпад. Одежда создавалась из простых форм: прямоугольники, квадраты, треугольники, трапеции. Также одежду членили для вставки декоративных элементов. Большого разнообразия одежды вследствие простых форм тогда не было. Кроме функции того, что ткань была создана дома, и ткацкие станки, предполагается, были определенной ширины 35-40 см, вследствие этого и было такое количество швов. Также декоративные вставки присутствовали в одежде как единственный практический элемент того, как одежду можно было разнообразить. Из-за простых форм не было большого разнообразия стилей, поэтому декору, именно вышивке, она несла в себе достаточно много смысла. Говорить о декоре и о народной одежде в этом смысле мы не будем. Я не предполагаю необходимости использования сейчас полного копирования данного стиля, но именно удобство формы, ее утилитарность, то, что можно было бы перенять. Например, под руками нет выкроек, а нужно по-быстренькому сесть и сшить какое-то изделие. Простота формы складывалась из того, что не было привычных нам сейчас выточек, не было привычной проймы в узких изделиях, не было привычного оката рукава с его припосадкой и для некоторых сложностью втачивания. Думаю, для новичков это несомненный плюс. Пересматривая многие популярные сейчас модели и узнавая в них народный крой, становится приятно легко от того, что для них теперь, оказывается, не нужны выкройки. Все можно сделать сразу на ткани. Уж треугольники, прямоугольники отложить мы все в состоянии. Мы теперь не ограничены такой экономией, создавая одежду, как беречь каждый сантиметр. Поэтому мы вполне можем убрать излишние швы. Изначально появлялись самые простые виды одежды, это туникообразные. Они были самые простые, сшитые просто из полос ткани, перекинутых через плечи, и создана горловина для одевания через голову. Дальше стачивались боковые швы. Вот, в принципе, и все. Потом стали появляться добавления клинья. Это помогло исправить только лишь прямоугольное направление, расширив подол, рукава, плечи. Можно было втачать несколько треугольников по низу, расширив подол. Можно втачать несколько треугольников в плечи, тем самым потом собрав их на сборке. Например, можно к прямоугольному отрезу по бокам добавить треугольные отрезки. Поверх этого проложить горизонтальную широкую полосу, перетачать небольших 2 прямоугольных полосы через плечи, как лямки. Это один из вариантов так называемого подгрудного сарафана. Можно просто взять прямоугольник широкий, стянуть его сборкой, также сверху полоса в виде пояса и лямки. Тот же сарафан, только он уже будет более объемным ниже полосы, которая вместо пояса. Раньше не все носили платья, как мы сейчас это принято называть у нас. Были рубашки для покоса или еще куда-то по своим целям. Они были длинные, в один слой, и они и были вместо платья, привычного нам сейчас. Так вот, эти рубахи, где-то назывались рубашки, это пазл из энного количества геометрических фигур. Вообще рубашка это было либо цельнокроенное с рукавами изделие, либо опять-таки набор геометрических фигур для прямого кроя, расширенного кроя, и рукава это были либо прямоугольники, прикладываемые к боковым швам, либо рукава могли быть трапециевидными, то есть сужающимися в сторону запястий. Вследствие того, что этот крой был не всегда так удобен для использования при движении руками, то появились некоторые небольшие добавочки, называемые сейчас ластовицами. Таким образом, появился некоторый более удобный вариант, чем просто, например, туникообразный, перекинутый через плечи полотно, прорезанной горловиной. Но позже оказалось, что можно в плечевые части также вставлять некоторые треугольнички вершинами вниз. Это позволило плечевую часть откинуть немножко в сторону, создав таким образом окат, округлость плеча и косую линию, куда пришивался тогда вручную, назовем это окат рукава. Он был, в общем-то, также прямоугольный,
но благодаря откинутой части плечевой опять-таки появлялось удобство. Эти небольшие треугольнички назывались полики, хотя они также были и прямоугольными. Также, в общем-то, был принцип построения верхней одежды. Он был еще менее разнообразен, но, повторюсь, сегодня все-таки хочется говорить не о верхней одежде. Важно понимать то, как на выбранный силуэт повлияет материал. Мягкие ткани, они более динамичны, например, бархат. Легкие более подвижны, тонкий хлопок, вискоза, шелк. Сухие ткани более объемные, например, лен. Толстые ткани также создают более объемный вариант с меньшим количеством складок, но каждая из них сама по себе более объемная, например, шерсть. Складывает. От этого очень сильно зависит силуэт, вследствие чего важно подбирать правильно, например, объем, длину. Хлопок, он легче, чем лен, шерсть, лучше допируется. Трапециевидный крой, он получается более прямолинейным, чем, например, прямоугольный крой, который мы присбариваем. Считаю, что данная одежда придает значительный объем. Стоит задуматься о том, какой длины выбрать платье или блузу. Если объемные рукава сейчас мало кого смущают, придавая объемности, воздушности, романтизма, как противовес дресс-коду, то объемность стана нужна все-таки не всем. Почему этот крой тогда был популярен? Кроме своей простоты, он еще придавал объемности, так называемой дородности, что считалось признаком здоровья. Я же считаю, что иногда данный стиль может быть сравним со снеговиком. Стройным девушкам он придаст, несомненно, желанного объема. Девушкам с фигурами стоит, наверное, задуматься о том, полностью ли надо копировать данный крой или все-таки взять какие-то элементы. Потому что, например, можно получить нежелательный дополнительный объем, например, в бедрах. В наше время достаточно популярен прямой крой, поэтому все-таки стоит присмотреться к данному стилю. Думаю, что в современном стиле, любом, можно найти отголоски народного кроя. Прямоугольной одежды, спущенное плечо, рукав, по сути, без оката, прямоугольник, цельнокроенный рукав, реже используемая, но все-таки существующая одежда со ставицами. Предлагаю рассмотреть возможные варианты одежды, так называемого народного кроя и существующего прямого кроя, не плоского. Это немножко иное. Какие конкретно формы и приемы и для чего можно позаимствовать из того кроя? Так называемый оверсайз, то есть явное скрытие фигуры, женственности. Форма одежды цилиндр, прямолинейный крой, расширенный. То, что я до этого упоминала как туника. При желании сделать плечи менее прямыми, скрытие некоторых недостатков, возможно, меньшие объемы, чем хотелось бы, можно с помощью сборок, введения так называемых поликов. Полики — это вообще расширение, а в данном случае можно также говорить и о сборках, как о расширении, то есть введение дополнительного объема, например, прямоугольной какой-то вставкой и присбаривание ее. Уменьшение длины участка, придавая ему объемность. Как я уже упоминала, прямоугольный крой переднего и заднего полотнищ позволяет присоединять прямоугольные рукава с ластовицами и без. Это зависит от глубины пройма и ширины изделия. Хотя рукава могут быть, как я уже говорила, трапециевидными, сужающимися к запястью. И ластовица вводилась частично для того, чтобы эти сужающиеся к запястью рукава было удобнее поднимать. Руки в рукавах, конечно. Стоит упомянуть о том, что можно использовать разнообразное количество швов. Обычно в одежде идет 2 шва боковых, а дальше все зависит от ширины полотнища и размера используемой одежды. Можно, например, использовать один шов, пристыковывая друг к другу части, например, переднего полотнища, либо шов один сзади на спинке, вводя туда молнии, пуговицы, вводя декоративные вставки, убирая ненужное количество швов, либо вводя дополнительный просто членением одежды. Никаких рельефов, сложных выточек. Просто разделить на нужное количество, например, совмещая разные типы тканей, разные цвета. Так называемый колорблок тоже вполне возможен. В данном случае будет достаточно органичен. Можно также разнообразить одинаковые выкройки, назовем это так, например, сместив центральный шов немного в бок. Итак, получается, если вместо нескольких линий отрезных использовать одну, то это будет просто общий, широкий, комфортный, современный сейчас образ. Прямой крой — это не несколько однообразных изделий, это удобная база. Можно также отрезать
данной выкройки вверх, и получится современное платье, которое держится на резинке на плечах. Можно отрезать его и снизу, тогда будет просто короткий летний удобный топ. Можно подчеркнуть резинками, лентами, постоянно фиксированной сборкой на плечах, под грудью, на талии, на запястье. Сделать короткий рукав, рукав собранный, короткий, выше локтя. Можно даже к этой свободной, просторной одежде добавить более привычные манжеты, узкие, высокие, какие угодно. Как я уже упоминала ранее, платья не носили, а то, что носили длинные до икр, пят, это были рубашки. Поэтому рубашечный крой — это не только то, что было из мужской одежды переведено в женскую. Это именно рубашечный крой. Все-таки больше название пошло от рубах, используемых нашими предками. То есть длинный, прямой или расширенный и свободный крой. Можно использовать платье-трапецию от груди, расширенную, и добавив лямку. Тот же сарафан. Его можно носить в коротком длинном варианте с блузками, с футболками. Верх одежды может быть как цельнокроенным, так и отрезным. То есть это и лямки цельнокроенные в виде, например, привычный нам сейчас образ майки. Это могут быть отрезные ленты. Можно линию груди, например, оформить двойным слоем. Верхний больше похожий на воланы. Вариантов очень много, нужна только фантазия. Стан может быть трапециевидным, расширенным от груди вниз, то есть с прямыми гладкими линиями. Может быть прямоугольным, присборенным, более объемным. Если взять несколько широких горизонтальных полос разной длины и присборить их одна над другой, то получится так называемый стиль бохо, о чем вначале я и говорила, тот, который сейчас достаточно современен. Получается также, что если мы возьмем одну деталь и к ней притачаем другую деталь большей длины, то чтобы ее притачать к первой, надо вторую присборить, то есть в этом месте появляется объем. Соответственно, рассуждая наоборот, если нам нужен объем, нам надо сделать сборку, то есть взять деталь большей длины. Вот и весь фокус. Прошу обратить внимание на два таких момента. Если мы хотим где-то сделать изделие с напуском, например, широкое трапециевидное платье приталить поясом, мы должны понимать, что этот напуск образуется за счет нашей же ткани. Соответственно, либо это будет укорочение длины изделия, самого изделия, либо если это рукав, то длины рукава, либо необходимость данного напуска должна быть заранее заложена в длину данного фрагмента. И второе. Когда мы берем прямоугольник и его присбариваем, то внешний край, вертикальный, перемещаясь в более диагональном положении, но его длина не увеличится от этого. Значит, соответственно, он за собой потянет тот участок, к которому он присоединен, либо всю оставшуюся деталь. В книге Бланк Фоминой со ссылкой на Шульгину «Советы костюмера» есть такое дополнение к данному крою. Если мы говорим о народной одежде, как о полотне, перегнутом пополам через плечи, с ластовицей под рукавами, то на женской фигуре она вздергивается вверх, если у нее нет сборки по горловине. Также идет такая черта, как заломы от центра груди вниз к бокам. Введенные прямоугольные и треугольные полики, вставки в плечи, о которых я говорила ранее, и подчеркнутые отрезами, то есть не только совмещенные с рукавами, но и подчеркнутые швами, могут создать имитацию реглана. Для конструкторов это достаточное преимущество. Появляется свобода движения рук. Преимуществами для рубашек с сборкой у горловины являются: складки, образованные сборкой, придают дополнительный объем как груди, так и спине. А это позволяет расширяющимся мышцам, например, спины, гораздо удобнее и свободнее двигаться. В верхней части рукава появляется дополнительная выпуклость, объемность. Считается, что стандартная выкройка народного стиля
очень хорошо подходит для 44-56 размеров. Также особенностями кроя является то, что появляется акцент на плечах. Они становятся более расширенной, округлой формы. Верх получается более округлым, расширенным. Если одежда используется с рукавами, то они могут быть более расширенными, округлыми, объемными, оформленными. Например, их можно стягивать на запястье, добавлять манжеты. Для фигур с особо покатыми плечами можно скрыть какие-то небольшие недостатки. Получаются крупные детали общего плана. Мы получаем общий объемный какой-то силуэт. Тем не менее, акцент весь идет на грудь, спину, расширенные рукава, если они используются. И можно ведь не копировать весь крой. Можно использовать только какие-то элементы. Например, если у вас есть какая-то база, вы можете использовать ее верх, ее основу. Но, например, можно взять прямоугольную, не сильно расширенную основу от груди вниз и добавить по верху присборенную часть. Достаточно лаконичный прямой образ, но при этом женственный. Можно просто к углубленной пройме добавить широкие прямоугольные рукава, присборив их на запястьях. Достаточно прямой, простой крой, который, тем не менее, очень выигрышный. Далее я буду на схематических изображениях показывать особенности создания данной выкройки, от чего она зависит, что она дает, как ее понять. Порассуждаем о том, из чего состоит выкройка. Это изначально конструктор. Снизу вверх, от простого к сложному. Чем длиннее, тем шире. Причина. Если по линии груди небольшая прибавка, то по линии колен минимально то, насколько ширина шага. То есть от груди до колен по прямой и далее идет расширение. Контроль на уровне бедер обязательно необходим. Для большого объема образа дополнительное расширение. Либо это прямоугольник с шириной по низу, на уровне груди собран сборкой. Линии ниже могут быть также собраны лентами и резинкой на естественной линии талии или выше до подгрудного уровня. Любой фрагмент может быть горизонтально отрезан и соединен, например, с более широкой сборкой. Это ярус. Другим цветом, структурой, сеткой. Поиграв с прямым полотном от груди, подмышек, вниз до низа изделия, поднимаемся выше. Не имея повсеместно навыков конструирования, но имея необходимость носить одежду, как могли рассуждать люди раньше? Полотном необходимо закрыть тело выше уровня груди. Можно присоединить вертикальную полоску от плеча шириной до шеи вниз до линии груди, основной части изделия. А центральную часть закрыть треугольником или трапецией от низа горловины до этой же линии груди. В зависимости от того, куда и как одевалось платье, насколько открытым оно могло быть, какие-то, возможно, замещенные разные рисунки, разные ткани. С отделкой, без отделки, с сеткой предполагается. Таким образом мы восстанавливаем полочку. Примерно так же со спинкой. Вертикальные полосы от плеча до линии проймы нашей нынешней, то есть до основной части изделия, и от линии горловины вниз до этой же линии груди прямоугольники, треугольники, трапеции, все, что подходит для того, чтобы закрыть внутреннюю часть. Собираем трансформер. Таким образом собрали полочку и спинку. Если нужны рукава, то к вертикальным срезам добавленных последних прямоугольников от плечей до линии груди, к ним сбоку пристраиваем прямоугольные либо трапециевидные рукава. Раньше это зависело от того, какой ширины были полотна и какого размера шилась одежда. Все это делилось либо на 1, 2 или гораздо больше кусков фрагментов. И вертикально, и горизонтально. Далее, если необходимо, к основной части изделия от груди вниз можно пристроить вертикальную полосу слева и справа, и по переду, и по спинке. Это получается боковая часть, то, что под проймой, если необходимо, по ширине. Но если к вертикальной части, которая на плечах, пристроен рукав, то если он прямоугольный, опуская руки, получаются складки. Если он пристраивается также к этому бочку своим нижним краем, поднимая руку,
поднимается все изделие. Если оно достаточно широкое, то, конечно, ничего особо страшного нет. Но это большой перерасход материала. Поэтому рукав может быть сужен трапециевидно к запястью, но тогда как пристроить бачок? Появляется небольшой треугольник между нижней частью рукава и бачком. Это называется ластовица. Ластовица может быть разнообразной формы, та, которая больше подходит под данный конструктор. А та вертикальная вставка, которая от плеча до груди, это и есть полик, о котором говорилось раньше. Этот полик может быть также треугольником с основанием вверху. Тогда рукав может быть таким же трапециевидным, но присоединяясь к этому полику, он может быть под наклоном рукав. И тогда ластовица становится завершающим конструктором. И руку удобно поднимать, и рукав зауженный, меньше ткани тратится, и плечо более оформлено, объемное. Также этот полик треугольный может быть встроен в первую конструкцию между рукавом и прямоугольной частью, которая, в принципе, может быть также лямка. В таком случае у плеча появляется еще больший объем, возможность сборок, красота, а рукав еще более наклонный. По сути, это вся суть конструкции. Есть много разных других схем, где данный чертеж делится на гораздо большее количество отрезков, но основная суть именно в этом. Закрываем основную часть прямоугольным либо трапециевидным полотном. Далее закрываем нагрудную часть. Присоединяем, если необходимо, рукав. Для возможности более удобной подвижности добавляем ластовицы. И если позволяет ширина полотна, то так называемые полики, они соединяются одним отрезком, становятся одной деталью с рукавом. Если чуть-чуть дальше от основания рукава по так называемой пройме через середину полика к горловине провести линию, ставив часть полика с рукавом, а часть нагрудной частью, будет тот же самый реглан. По сути, мы прекрасно понимаем, что теперь, что здесь, чем является данный выкройка. Так что остается только подставлять свои параметры и добавлять необходимую свободу ширину. Но данная выкройка, она больше все-таки подходит по пониманию, по простоте понимания, к туникообразной, как я говорила, когда полотно перегибается через плечи, и остается вырез для горловины, для прохождения головы. Рукава не совсем туникообразные, там все-таки больше цельнокроенный рукав, но сам смысл именно в том, что когда появляется баланс, спинка чуть-чуть по высоте делается короче, чем полочка. Когда большие объемы, то не так. Необходимо вымерять весь баланс, о котором я говорила в прошлом ролике. Там хватает немножко при увеличении высоты полочки над спинкой. Все зависит, конечно, от фигуры. Но у женщин все-таки спереди есть на что потратить полотно. Поверив более опытным и старшим коллегам, стараемся меньше применять вот этих прямолинейных срезов, а возьмем при увеличении, допустим, плечевой части и при сборе, чтобы перед не перекосился и не сдергивался спереди, потому что переда явно гораздо будет больше, чем на спинку уходит. Поэтому да, он может немножко съезжать назад. Поэтому создаем сами искусственный баланс, сантиметр-полтора укорочение, более короткий по высоте от линии груди до плечей вариант спинки по сравнению с полочкой и немного присбариваем по плечам, по рукавам. Для того, чтобы появилась красивая сборочка на рукавах, которую мы обычно можем видеть на привычных рубахах, собранных сборкой на плечах. Естественно, как я говорила ранее, сборка – это излишняя существующая ткань, собранная на данном отрезке. Соответственно, для того, чтобы высота плечей была присборена, она должна быть чуть больше, чем для данного тела. Соответственно, немножко преувеличив высоту плечей, вот этих прямоугольников, поликов, ширины рукава, мы можем немного присборить, будет красивая сборочка и будет лучше сидеть. Она немножко может перемещаться куда надо, во движение рук вперед, назад, вверх и возвращаться в исходное положение. Надеюсь, данная конструкция стала понятна и не возникнет каких-то вопросов, потому что, увидев первый раз вот этот вот огромный конструктор с большим количеством деталей, хочется закрыть и отложить подальше. Но на самом деле все это можно объединять хоть в один большой кусок, лишь бы было удобно. Цельнокроенный рукав, туникообразная, это по сути и есть одна большая деталь, при желании просто разрезанная на несколько более мелких изделий.